Вообще, меня, конечно, всегда поражал тот нравственный релятивизм, вот относительность всего, которое российские либералы практикуют в нынешней нашей действительности. Они много говорят о правах человека, о свободах, о том, как эти свободы всегда угнетались в Российской империи, в Советском Союзе, о том, как сейчас им плохо живется, всем, так сказать, да. И о том, что вот эти права человека – это вообще приоритет всего. И вдруг мы слышим, если речь идет о нашем прошлом, мы слышим, что нам сейчас господин Сытин сказал, то, что тогда отрезали головы людям и убивали детей, это не актуально. Это уже не актуально. Ну и что они убивали их? Ну и что они насиловали? Ну и что они кишки вынимали и на шею наматывали? Где же права человека? Это не актуально, потому что сейчас у хозяина другое настроение. Проехали. Это уже не конъюнктурно. Деньги за другое платят. Права человека – это касается только того, что происходило в исторической России. Вот то, что в исторической России происходило, этого забывать нельзя, да, господин Сытин? У этого нет срока давности и никогда не будет. Мы всегда должны об этом помнить. А там – это другое дело. Ну и что они поубивали, так сказать, огромное количество людей, в том числе наших бойцов НКВД. Они же не люди, бойцы НКВД, да? У них нет прав человека и так далее и тому подобное. На самом деле наши либералы, по большому счету, они хуже тех фашистов, что были там. По крайней мере, не лучше их, потому что им дай волю, они поставят на площади гильотину и будут рубить головы. Головы будут рубить тем, кто напротив либерализма. И посадят всех в либеральный ГУЛАГ. Потому что никакие вы на самом деле не борцы за права человека. Вы реально русофобы, просто ненавидите Россию. Больше ничего вас не интересует. Поэтому то, что было в исторической России, это срока давности не имеет. Здесь другой вопрос. Здесь можно все забыть, простить и так далее, и все объяснить. Это первое. Второе. Ну, помимо того, что НАТО решает конкретную проблему, есть и более длинная, так сказать, история. Теперь оказывается... Если Россия мировое зло, то можно борьбой против России оправдать любое преступление. Вообще любое. Если вы боролись когда-то против исторической России, то вам прощается сразу все навсегда, навечно. Вы абсолютно чисты перед историей. Убивайте, убивайте, убивайте. Как говорил кто? Геббельс. Который говорил, все это я возьму на себя. И Гитлер говорил об этом. Поэтому дедушка Гитлера, несомненно, реабилитирует, если идти дальше так. Он же тоже боролся против Советского Союза. Какие проблемы? Он боролся против страшного тоталитарного Советского Союза, за европейскую цивилизацию. Да если бы не было Холокоста, он бы уже был реабилитирован. Конечно, абсолютно. И это тоже важно понимать. Ведь он говорил о чем? И он, и его пропагандисты. Я спасаю европейскую культуру от большевизма. Вот о чем он говорил. Действительно, Владимир, совершенно правы. Не было бы Холокоста, давно бы он же был европейским национальным героем. И в этом и есть, на самом деле, в значительной степени европейские ценности. Нам полезно посмотреть на этот фильм. Мы должны понять, что такое сегодняшняя Европа, потому что, чувствуя свое превосходство над всеми остальными, чувствуя свое превосходство над всеми остальными, они неизбежно вернутся к тем преступлениям, которые совершали когда-то, и обязательно оправдают их. Чем? Тем, что они действовали против варваров. Это и есть квинтэссенция европейских ценностей, которые такие, как вы, господин Сытин, на самом деле отстаиваете. А все остальное вам по барабану. Вы просто ненавидите Россию и всех, кто в ней живет, исторически. И вы, и либералы, подобные вам. Если можно, коротко. Очень коротко. Я почти совсем соглашусь, кроме того, что я не понял, какое отношение я имею к защите прав человека. Я никогда этим не занимался. Вы обидели господина. Вообще, я вот... Он противник прав. Тут совершенно не понял. Противник. Он противник наших прав человека. Да. Любых, да. Вот, к либералам тоже отношение весьма далекое, ну ладно, это уж сейчас долго обсуждать. Значит, я еще раз подчеркнул только то, что действительно ведется война, в том числе идеологическая. Вот она и ведется. А что касается того, действуют ли права человека на сотрудников НКВД, ну, аналогичный вопрос можно было задать и сотрудникам НКВД, которые подавляли это восстание и эту борьбу. Так в том-то и дело, секунду, в два слова. Так в том-то и дело, что, признав свои исторические ошибки, мы ждем адекватного ответа от них. Вот и все. Они их признавать не собираются. В этом, между прочим, кстати говоря, действительно есть наша слабость. Мы все время ждем от них понимания. Его не будет. Не будет этого понимания. Давай, Флойд. Молодцы. Кое-кто России хотел все войти. равно надо найти врага. Россия подходит на этот образ врага, к сожалению. Кстати, это очень важный момент, который позволяет нам затронуть другую тему. С латышами там и с их комплексами, с этой элиткой, которая на самом деле просто ей мозгов не хватает на другое. Чувство исторической обиды и вот этой мести – это все, что у них есть. Больше нечего продавать. Ну, товара другого нет. А что еще предоставить человечеству, показать? Нечего больше абсолютно. И мозгов хватает только на то, чтобы продавать эту геополитическую роль, потому что иначе их вообще никто не заметит. Да? Это с ними понятно. Интересно с Западом.
У нас много-много лет, да, как бы уже доминирует точка зрения простая. Запад хочет хорошего, мы плохие. Все от того, что криво-то лежало. Я прошу, так сказать, прощения. Да, есть такая поговорка, не очень приличная. Вот мы не так объяснили, у нас не такая история, мы не так, так сказать, что-то делаем, мы не те, так сказать, книги читаем и так далее. Нет, ничего подобного. Посмотрите, а вот какова же все-таки реальная цель Запада, историческая, в отношении России? Если Запад хотел бы действительно установления режима безопасности, режима сотрудничества, пусть даже и в значительной степени на своих условиях, то подходы были бы совсем другими. Не нужны ни эти фильмы, ни расширение НАТО, ни укрепление восточных, западных и прочих флангов. Нужен был совершенно другой подход. Чего же хочет Запад исторически? Запад хочет только одного – доминирование, порабощение. Им нужна Россия как враг. Не нам нужен Запад как враг, на самом деле. Почему мы все время ждем понимания? Да потому что на самом деле нам, русским и всем россиянам, Запад как враг не нужен. Нас часто обвиняют в том, что вот, мол, у нас такая, так сказать, американофобия, мы вот ненавидим Запад. Да ничего подобного. В том-то и дело, что мы-то как раз не хотим видеть Запад как врага или Восток как врага. А вот Западу мы как враги нужны. Они хотят видеть нас только как враги. Никакого сотрудничества безопасности им никогда не было нужно. Может быть, они это не осознают, другой вопрос. Может быть, какие-то часть политической элиты западной или там обыватели этого не понимают. Но на самом деле те, кто управляют историческими процессами, да, они это понимают. Им не нужно никакое, в принципе, никакого сотрудничества с Россией. Поэтому, когда говорят, почему вы во всем обвиняете Запад? А почему во всем обвиняете Америку? Вот смотрите, у нас же коррупция. Коррупция есть, однозначно. Но Америку и Запад мы обвиняем, так сказать, достаточно часто именно потому, что действительно их действия говорят о том, что ни о каком сотрудничестве, не то, что там равноправно, а просто никаком, речи не идет. Их историческая цель другая. Или подчинение, порабощение, или уничтожение. Все. И Россия как враг им просто нужна. Они без этого жить не могут. В этом проблема. Я не соглашусь с тем, что Россия играет консолидирующую для Запада роль в качестве врага. Историческая цель может быть, но она сложнее, и на обсуждение всего этого слишком много времени понадобится. Но я неоднократно говорил о том, что да, Запад испытал определенную систему кризиса взглядов на Россию после того, как, после 91 года, короче говоря. И после того, скажем так, как эта ситуация международная, которая сложилась в 91 году, начала меняться, вы это называете усилением страны, вот, Запад это называет ростом опасности со стороны России. Я говорил и писал, и неоднократно выступал об этом, да, на место антисоветизма приходит русофобия, потому что говорить сейчас об антисоветизме невозможно. И Запад, и Россия в какой-то момент испытали определенный дискомфорт, значит, отсюда, из Москвы, стали говорить, как же, мы часть свободного капиталистического мира, мы такие же, как они. Запад тоже стал говорить, да у них все изменилось, да они больше не коммунисты. Выяснилось, что да, больше не коммунисты. Но мало что изменилось на самом деле. И еще одну тенденцию я хотел бы из этой передачи вынести, чтобы зафиксировать ее перед телезрителями. Мы накануне, и мы начнем этот период, я имею в виду телевидение, будем реабилитировать и возвышать сотрудников НКВД. Это я уже вижу и чувствую. Слушайте, анализировать это одно. Вопрос в том, в А что вы оценке. чувствуете? Секунду, вопрос в Извините, это оценке. были органы Два слова, правопорядка, Семен которые наводили порядок в стране. Семен Аркадьевич, два Тогда слова. давайте под сомнение поставим действия сотрудников Подождите, МВД, сейчас. ФСБ. А что, они все, по-вашему, враги? Семен Аркадьевич, может, Нет, сейчас два Сережа слова, два слова я просто два скажет и слова. сразу... Вопрос не в том, кто что анализировал. Многие говорили и писали, вы знаете, вот эти разговоры. Я говорил, я писал, я и моя роль в мировой, так сказать, истории и прочее, прочее. Не об этом речь. Речь в оценке. Анализируете это одно, оправдывайте другое. Вопрос в том, что вы, такие как вы, так сказать, это оправдываете, считаете, что это нормально. Что нам надо, так сказать, да, вечно посыпать голову пеплом, может, вообще лучше повеситься для них, да. А вот их действия оправданы. Они не увидели достаточных изменений. А почему мы должны меняться так, как им хочется? Вопрос во встречном движении. Об этом я и говорю. Западу не нужно никакое встречное движение. Значит, Им нужно вы уничтожение. получаете Им нужно на пол, уничтожение. вот и Уничтожение всё. нас.